Я уже дома. Девочки, решила разделить на... Маркушка, открывай. Решила разделить на 2 видео, чтобы уже прогулки с жизнью не мешать. У нас по-прежнему воскресенье. Я поднимаюсь со страхом домой, потому что нам привезли какой-то там диван. Хуже некуда, когда ничего не видишь. Что-то покупается вслепую. Ну, это Валерочка там что-то напокупал. Говорит, что прям хороший, раз хороший. Ну, мужчины, сами знаете, им все хорошо. Вот, поэтому сейчас посмотрим, что оно там такое ждет нас дома. Так, ну что, пока только вот так вот. Дома был Марк, он умничка, все убрал. Ковры убрал. У меня сел телефон. Вот, у меня же есть еще камера. Вот такая вот, видите, обивка. Ну, вроде бы ничего. Вроде бы ничего такой. Нейтральный, такой не броский, не темный. Не засратый, пардон, вроде бы. Ну, сейчас посмотрим. Надо хорошенько пропылесосить. Вот такой он там. Он на фото был еще с деревянной какой-то. Видите, деревянная быльца такая. Ну, и размер вроде бы нормальный такой. Но теперь же нам нужен телевизор, да, Марк? Где он тут? Где мы тут телевизор? Есть диван, теперь нужен, обязан быть телевизор. Тут телевизор будет. Ну, не знаю. На потолок. Ладно, сейчас разберемся. Валерыч колбаску купил с трюфелем. Так пахнет. Он мне дал понюхать, говорит, угадай, с чем это. А я не сразу и сообразила. А ты все спрятал, да, в холодильник? Хотела показать. Покажешь? Ты с кофейком, да? Не, а другую еще. И другую тоже. Это с трюфелем? Вот это сверху? Или внутри трюфеля? Нет, черный, видишь? Ну да, тут я вижу, а тут не вижу. А это какая? Не помнишь? Тут надо прочитать. Не знаю, саусисон. Не знаю, надо будет перевести. Какой-то вид. Ну, да, вкусная. С кофейком, да, наверное, вообще. По сладким вкусная, девочки, да. Какая, прям не знаю. Ну, не знаю, лично мне лучше нашего сервелата. Ничего нет. Ну, это я говорю лично про себя, Валер. Я же не говорю про тебя. У нас каждый сам за себя отвечает. Французский производитель, ты что, хорошая колбаса. Ну, можно так, ну, типа хватать, ну, прям, чтобы от нее глаза закатывать, точно нет. Да, Маркушку предложить. Ты не понимаешь. Ну, да. Не, я вообще не гурман, я такой любитель обычной, понятной домашней еды. Ну, такого всего. Вот эти все я могу попробовать и все. И забыть. Приближенно к макеевскому вкусно. махану. Думаешь, кто знает, что такое макеевский махан? Ну, разве что наши донецкие знают. Твоего возраста. Боже, девочки, я же забыла вам совсем показать то, что получилось. Вот такой вот у нас диван теперь. Конечно, он странненький, но зато удобно. Хотя бы можно куда-то прилечь, помимо нашей кровати, потому что эти кресла, стулья, конечно, это супер неудобно. Единственное, что я его хочу почистить прям хорошо-хорошо, но это уже когда будет прям лето, когда уже будет тепло, чтобы, соответственно, он скажите, просох, да. Так мне, я просто, ну, он, собственно, не очень грязный, но мне настолько, ну, я не хочу, я хочу вообще до него даже прикасаться. Я его, конечно, пропылесосила, сверху плед накинула, и вот так вот оно будет. Потому что, сами знаете, я всегда на съемных квартирах, на посуточно. Для меня это диван, это какой-то табу. Вот. Постельное, оно такое снимается, знаете, стирается кровати, а диваны это диваны. Поэтому я его хорошо пропылесосила. Так,
протерла, намыла, но сразу же вот пледом накинула. И все, и хорошо, зато удобно. Вот так вот у нас получилось. Лампу вообще, она там вот должна стоять. Просто Марк сейчас читает, я ему туда поставила. Так что нам теперь телевизор большой сюда. Прям совсем большой хотим. И все. И пока, ну его, достаточно для этой квартирки. Для удобства, так сказать. Вот. Ну, а у меня вечерние готовки. Маркуш, сколько времени сейчас? Наверное, уже 10 часов. Конечно, смотрите. 21:43. Вот. Ой, все уже давно отдыхают. Муж отдыхает, одна я вот это вот станка. Хочу по-флотски сделать. Ну, правда, я Марку обещала еще вчера. Ну, вчера то пельмени, то лаваш, то как-то то туда-сюда. Поэтому сейчас. А завтра утром у нас уже начинается нидерландский. С Марком, кстати, мы идем. С Марком будем в одной группе. Теперь, боже, я с детьми. Даша экстерном сдала письмо. И теперь пошла на 2, 3, 2, 4. Вот так вот. Кто не сомневался, печка выключилась чего-то. Пока я тут с вами болтала. Так, вот так. 10:20, все готово. Но мясо там где-то, как всегда, на низ убежало. На дне его много, как всегда. У меня проблемы с перемешиванием. Ну ладно. Одной рукой делать. Видите, такими кусками где-то скопычивается там. Ладно, Маркуша будет кушать сейчас. Девочки, планирую еще сегодня сесть помонтировать. Хоть уже вот такое время. Хотела сказать вам, что вот это дерево, которое я покупала к Новому году, оно реально плюс 100 к уюту и вообще к декору. И вообще как бы для атмосферы в комнате, правда. Настолько классная вещь. Во-первых, свет дает. Во-вторых, уют, не знаю. Просто ну, вообще сейчас не выглядит ну как-то неактуальным или неуместным. Вот просто как светильник. Вообще классная штука. Да. Утренняя эстетика Антверпена. Понедельная. Видите? Понедельная, регулярная. Вот такой у нас сегодня. Да. У нас сегодня начинается новый курс нидерландского. Каникулы прошли. Смотрите, какая красота. Вот эти бумага как. Неделю бумага, неделю пластик в синих пакетах. И вот это вот обязательно вот эти рест пакеты. Так, мы с Марком будем на одном курсе сейчас. Представляете, Даша, все. Ну, я вам уже говорила. Что, все? И у нас прям какой-то прям заморозок утром, прям прохладно как-то. У нас уже курс закончился, и я тащу Марка. Как вы думаете, куда? Мне не дают покоя вот те очки, которые я мерила вчера вторыми, девочки, с розовыми стеклами. И я хочу сейчас поехать их купить, если они там, конечно, еще есть. Ну, может быть, уже их и нет. Потому что мы-то вчера были днем, еще полдня. Их продавали все-таки по такой цене, знаете. Вот. Ладно, как будет сейчас. Ну, Маркуша согласился поехать со мной. В обмен на Макдональдс, да? Да не, просто. Не только на Макдональдс. Я еще таких перезвонов, или как это называется, еще ни разу не слышала. Обычно, ну, время, да, и время. Ой, как красиво. Все, девочки, купила яички, потому что они у меня прочно засели в голове. Я вечером пересмотрела все видео, монтировала плюс, и я поняла, что капец они мне нравятся.
Вот. А меня немножко подсбил Валерий, потому что он начал говорить, ой, они так дешево смотрятся. А потом я делала те, вот, которые я купила. Он вот, ну класс. Но мне они, в принципе, понравились. Но когда я дома пересмотрела, ну я просто поняла, что эти вообще нежные и вообще прикольные. Очень мне понравились. Поэтому я сегодня вернулась. И они еще были. Сегодня все так же холодно. Даже, мне кажется, еще холоднее, чем было вчера, и чем холоднее, чем было утром. Мы утром вышли, было солнышко, было, ну, комфортно было, мы себе дошли, а теперь идем, и прям как-то некомфортно. Учитывая, что Марк, ему вообще всегда жарко, а это он идет, и ему тоже холодно. То есть, Сейчас даже. он редко, когда жалуется, что ему холодно. Что сейчас ты говоришь? Да мне даже сейчас тепло. Тепло? Ну да. Мы ж просто... Ты же говоришь холодно. Мы были в тепле, подул ветерочек, поэтому... Так, мы идем в Макдональдс. Дома еще не были, Даша уже нас там ждет, чтобы узнать, как прошел наш первый день. А мы вот так вот решили интригу поддержать. Вот. Бенни Бенасио когда-то я прям от Satisfaction прям мне нравилось. Такая интересная история произошла с нами на курсах. Это вообще, во-первых, мы с Марком целенаправленно хотели, в одной группе, потому что когда он закончил свой курс, как бы выяснилось то, что он проходит дальше, я говорю, что давай, как бы, может, вместе, он говорит, ну да, с удовольствием. И он записался, я ему скинула тогда все данные, его записали тогда в секретариате, в эту же группу. Сегодня, когда мы пришли, нам сказали, что, так как я записывалась, там разница была почти 2 недели, вот, а может быть даже 3. Я записалась, а потом через 3 недели, пока он сдал экзамен, пока, результаты дождались, вот. И сегодня выяснилось, что я в этой группе, а ему сказали спуститься, что вроде бы как в этой группе сильно много студентов, хотя их было 7 человек, я вообще не пойму, в чем дело. То есть его записали в другую группу. Марк говорит, что мы все-таки вместе с мамой уже, говорят, если мама хочет, пусть тоже в ту группу переписывается. И вот, хотя мы пришли, там в 3 раза больше людей, мы вообще не поняли, в чем фокус. Ну ладно, переписались, в принципе, мне тоже там больше понравилось, комфортно. В общем, мы зашли, и такое, знаете, настороженное такое пристальное такое внимание, все на нас так смотрели, оглядывались. А потом уже мы, когда делали задания, по группам там разделились, оказывается, многие студенты подумали, что я Марка подруга. Вообще, представляете, такое? Но вообще в Бельгии это нормально. Здесь вообще все нормально. И, понятное дело, европейские эти все ценности. Вот. Вот так вот подумали, и для меня, конечно, это был шок. Как бы там кто-то там не говорил, такое, конечно. Одно дело, всегда удивлялись, когда мы с Дашей были вместе, что мы мама и дочь, что все-таки там я молодо выгляжу, а Даше никто не давал ее возраст, как-то так. То такого уже допустить я точно не могла. Во-первых, Марку никто не дает 17 лет, все думают, что ему как минимум 20. И вот так вот, короче, в итоге было. Вот. В итоге сейчас придем, и есть что Даше рассказать. Она любитель у нас таких историй. Марк любимый заказ. Все время заказывает чизбургер без огурцов, да? Без лука. А что, лук там еще обычно был? Раньше, да? Так лук, наоборот, дает пикантности. Сочности. Я его выше прибавил постоянно. Серьезно? Я даже не обращала внимания. Про огурцы знаю, а про лук нет. Ну все, перекусили. Теперь можно ехать домой.
Правда, нужно еще зайти в магазин, купить там что-то. Дома вообще шаром покати. Ни в холодильнике, ни приготовленного, ничего. Правда, Даша написала, что бабушка там какой-то суп варит. Вот, не знаю, там на нас, не на нас. Нужно будет зайти уточнить. Ой, так здорово, когда ты приходишь, и кто-то там что-то приготовил. Вы знаете, мне все равно, что там приготовлено. Вот все равно. Просто лишь бы кто-то что-то уже приятно. Знаете, приходишь, просто есть какая-то еда. Все еще горячая, свежая. Вообще круто. Вот, ну реально стало немножко теплее. Вот Марк даже. Это я не знаю, когда мы последний раз там вот так вот с ним прям где-то были вместе. Обычно как-то он сам по себе, ну как-то молодежь, а не штыке. Вот, да. Как-то. Так, зашли в магазин с Марком. У тебя есть еще дома, да, конфеты? А? Да. Ну, что, пошли. Вот что значит с сыном ходить. Как хорошо. Мамочка идет вот с цветочками. Все как положено. Тут Дашуня. Смотри, Дашунь, какого красивого цвета. Класс. Скажи, какие, да? Что, всего 2? Оранжевый. Нет, ну там один вообще, если он не распустившийся. Смотри, маленький внутри. Где они? Вон. Поняла? Тут вот, да. Да. Ну, мне в любом случае нравятся больше листочки. Правильно, Поэтому- Надо покупать цветочки, Ну, в цветочки. смысле, не цветочки, а листики. Господи, что я говорю Зелень, уже? да. И сегодня я так и не выспалась, и у меня теперь в голове какой вообще полный, Я не знала, что ты не выспишься Полный. сегодня. полный кавардак. А если ты хочешь нормально себя... Поболта. Я говорю то, что мы пришли домой, и солнышко вышло. Стало намного приятнее, чем когда мы... А? Да, уже прям дождь моросил. Вот. И поставила тюльпаны. И здесь практически везде, я думаю, это что-то за тюльпаны одни листья. Потом в итоге оказались, что все бутончики спрятаны там внутри. Вот только два вот таких, что наружу. Вот, поэтому будем ждать. Завтра они уже появятся обязательно. Вот такая вот красота уже. Я поставила этот цветок, потому что я смотрю, начали листочки у него подать. Я думаю, что там ему было, наверное, недостаточно света. Ну, по крайней мере, попробую. Посмотрю сейчас, права я или нет. А начала я с того, что смотрю, как красиво уже, когда за окном зелено. И прям уже приятно это все наблюдать через окно. Вообще, мне, конечно, очень нравится. Вчера пока делала уборку легонькую из-за этого дивана, вот, вообще открыла окно. Эту тюль и такой обзор, конечно, прям, ну, классно было. Но жить, конечно, так нет, некомфортно. Как бы как в аквариуме. Но вообще красиво сейчас за окошком. Это молодая зелень, это просто, это нечто. Это мое любимое, одно из любимых времени года. И еще хорошая новость, что у нас завтра выходной. Что если бы мы занимались в прошлой, ну, в первой группе, в которой мы должны были быть, у нас подряд понедельник, вторник, среда, четверг. Капец, это очень утомительно, очень-очень. По себе знаю, тем более курс уже не из легких, это утомительно. Вот, теперь у нас будет понедельник, среда, четверг, пятница. То есть вторник будет выходной, и это завтра, и это замечательно. И все же уже не в первый раз убеждаюсь в том, что все, что не делается, все делается наилучшим образом для нас. Я, конечно, не знаю, чем закончится для меня этот курс. Я не знаю, как далеко я пойду в своих знаниях, как мне комфортно будет далее учиться, как будет толк с этого. Вообще ничего не знаю, что ждет меня впереди. Но уже то, что сегодня вот так вот как-то как-то, я не знаю, как-то все волшебным образом поменялось так, что Марку порекомендовали пойти в другую группу, потому что это уже было... его уже записали. Уже он был в списках в другой группе. И когда в самом начале наша преподаватель делала перекличку, она нам сразу сказала, что иди там, это ошибка, иди тебя, типа, ты вроде как в другой группе. И то, что Марк, слава богу, сказал про меня, и то, что в той группе преподаватель оказалась не против, чтобы я туда тоже перешла.
Все это на самом деле на данный момент имеет значение. Почему? Потому что мне в первой группе было очень некомфортно. Вот просто некомфортно. Я не знаю почему. Я не знаю, что, как, почему, но вот реально мне было некомфортно. С самого начала я сидела, у нас уже там началось одно занятие, пока Марк там ходил, все там узнавал. И у меня прям, с меня вообще ничего не лезло. Мне прям вот было прям очень плохо. Прям мне аж плакать хотелось или взять и уйти. Хотя преподаватель была классная. Мне она очень понравилась. Но что-то я не знаю. Зато когда мы потом пришли в ту группу, уже в новую, вот все, совсем другое дело сразу. Я почему-то расслабилась, я почему-то мне стало хорошо, хотя там в 2 или в 3 раза было больше людей. Вот, я не знаю, почему так. Как-то посчитали, что та группа переполнена, хотя там сегодня от силы было 7 человек. Может быть, много просто не пришло сегодня, я не знаю. Вот, ну а здесь, казалось бы, много людей, и преподаватель постарше, и все, ну вот и сразу расслабилась, и мне стало хорошо, и вот я сразу как-то там влилась в этот процесс. Ну, в общем-то, вот так вот все произошло. Я считаю, что не просто так почему-то, и в любом случае на данный момент я довольна. Не знаю, как покажет дальше жизнь, что как, где что как лучше, но на данный момент я считаю, что все решилось наилучшим образом для меня, по крайней мере, ну, сейчас я в этом уверена точно. Так что вот такие вот дела. Коротко вам рассказала. Наверное, не совсем коротко, но ладно. В общем, девочки, ничего мне в голову так и не пришло. И решила я просто приготовить рис с мясом. Вот, обычный рис, немножко мяса, морковки сейчас туда. Пловом я это называть даже не хочу, потому что это вообще не плов. Вот, просто будет рис с мясом. И все, думаю, нормально. И все. Кстати, он получился еще и рассыпчатым, посмотрите, каким. Ну, так вот. Не всегда, когда хочешь, он такой получается. Прекрасно. Все, там Марк уже голодный выходил. Сейчас ему дам.